Воронежская область, село Нижнее Турово, 24 февраля. Мария Исхакова встала очень рано. Заглянула в комнату к дочери, ее зовут Лена, но кровать была не примята. Девушка исчезла. Мария бросилась ее искать. Мама Лены тогда еще не знала, что весь этот ужас будет длиться целых 6 долгих лет. Уйдут годы, чтобы раскрыть тайну, что случилось с ее дочерью. Лене 23 года. Накануне она ушла гулять с лучшими близкими друзьями детства. Это братья Роман и Сергей Масловы. Мария видела их вчера утром. Всегда они были дружные, всегда они улыбались, всегда они со мной здоровались. И на этот раз они едут и поздоровались. Тетя Маш, здрасте, здрасте. Это самое... Что-то Лену давно не видать. Как она там, что она там? Я взяла и сказала, говорю, Лена здесь, в Нижнем Турове. Они мне в ответ, надо заехать проведать. Вот такой разговор состоялся. Они поехали в свою сторону, я пошла домой в свою сторону. Лена училась в Воронеже в университете на журналиста. И вот уже последний курс, скоро диплом. И Лена приехала к бабушке с дедушкой в деревенской тиши готовиться к государственному экзамену. Жили они вот в этом доме. Это было в 2006 году. Сейчас здесь давно никто не живет. И все обветшало. Но тогда дом был красивым и уютным. И вот 23 февраля. После обеда Мария отлучилась к соседке. Надо было ей сделать капельницу. Мария врач-терапевт. И она всегда помогала сельчанам. Село небольшое, в 300 человек. И все друг друга очень хорошо знают. Лена готовилась к госэкзаменам. Когда я вернулась домой с этой капельницы, Лены уже не было. Мне сестра моя и тетя сказали, что приходил Сергей, вызвал Лену, она там поговорила с ними, потом прибежала, переоделась и сказала, я поеду с ребятами покатаюсь. Деревенская идиллическая картина. Зима, снег, сани и такой очень красивый конь. И рядом лучшие друзья детства. Даже можно сказать, они ей как братья. Лена с ними выросла, они жили на одной улице. Рома – ровесник Лены, Сергей старше на 6 лет. И вот уже вечер, но Лена пока домой не вернулась. Она девушка взрослая, в свои 23 года вполне могла поздно прийти домой. Вечерами молодежь собиралась в клубе. Или она могла пойти к подружкам в гости. Семья ложилась рано, как это и принято у деревенских. А утром оказалось, что Лена так и не вернулась. И Мария бросилась на поиски. Куда ехать-то? Забрали к Масловой, куда ехать? К Масловой и поехала, приехала. Выходит Рома, и выходит на его мама Маша. Говорю, Ром, где Лена? А мы ее до дома довезли, ее около столба оставили. И на этом у меня волос дыбом поднялся, как у столба. Как она могла, как она не пришла, куда она делась. Я бросилась в поисках ее. У столба имеется в виду у фонарного столба метрах в 30 от калитки. Но тогда почему Лена не дошла до дома? Очень бы хотелось, чтобы семьи были крепкими и любящими. Но по статистике Росстата 7 из 10 браков распадаются. Почти в половине случаев причины развода – финансовые трудности. Еще в 30% – деструктивное поведение партнера. Предугадать, что однажды окажешься в такой ситуации, очень сложно, и приходится жить дальше, опираясь только на себя. Именно поэтому так важно не отказываться от карьеры и собственного дохода. Менеджер по работе с маркетплейсами – это профессия, которая поможет обрести независимость и чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Средняя зарплата по рынку около 75 тысяч рублей. Работу можно совмещать с декретом, бытом, другой работой и учебой, уделяя ей 2-3 часа в день. Освойте удаленную профессию на курсе «Менеджер по работе с маркетплейсами» от Академии Эдюсон. За 2 месяца вы научитесь всему с нуля. Ввести аналитику, оформлять карточки товаров, настраивать рекламу. И это не просто теория. Вы потренируетесь на бизнес-кейсах реальных компаний и на тренажерах, полных копиях личных кабинетов Озон, Wildberries и других маркетплейсов.
А еще получите больше 50 чек-листов, инструкций и памяток для эффективной работы. Курс подготовит вас к работе с реальными клиентами, а HR-специалисты Академии помогут вам составить резюме. Программу освоить несложно, тем более что 365 дней на связи будет личный куратор, который ответит на любой вопрос. Не обязательно оплачивать курс за один раз. Можно оформить рассрочку и, кстати, получить налоговый вычет. Финансовая независимость – залог уверенности в себе и в своем будущем. Оставьте заявку на обучение по ссылке в описании к этому видео или по QR-коду на экране. Промокодом «Погребишская» вы получите максимальную скидку в 65% и дополнительный курс в подарок на выбор, например, по нейросетям, чтобы разобраться, как их интегрировать в работу. Акция действует до конца апреля. Я попыталась найти следы, где она пошла, дома-то ее нету. Я побегала в сарай, мало ли что, где, нету нигде никого. Я вышла, пошла, посмотрела на погребцы, посмотрела по сараям, нигде никого нету, ни живой, ни мертвой. Мало ли что, человек, может, замерзала, куда пошла, может, сознание теряла, может, кто, где искать-то? Вот, типа, вот этот погребец я смотрела, ну и сарай вот это вот. Мария в панике бегала по всей улице, проверяла и этот дом. Он принадлежал семье Масловых, но здесь никто не жил. Его использовали как склад, хранили там сено и зерно. Я на крылечко забежала, заглянула, посмотрела, там гора зерна, и выбежала оттуда, никого я там не увидела. Мария в тот момент еще не знала, что именно этот дом хранит самую главную тайну исчезновения ее дочери. Думала, может, там где-то к речке ушла, может, где-то заблудилась, замерзла, что... люди серьезно сказали, что мы ее высадили, она домой пошла. Я ищу, может, куда-то заблудилась, может, замерзла. Следов я никаких не нашла, возвращаюсь домой. Ко мне вышла бабушка, 80 лет, мамина сестра Мария Захаровна, и говорит: Маш, там след от Алехина дома и к речке. Я побежала по дороге. Я увидела эти следы к речке, вписалась в этот след, бежала по этому следу, и у меня в голове пульсировало: Ленка, Ленка, только не утони, Ленка, Ленка, только не утони. А след к речке и к речке. Когда я подбежала вот именно в этом месте к речке 20 лет назад, справа одна полынья, слева 2 полыньи. Я побоялась, я думала, я утону. Лену я не видела. Я стояла, у меня пульсировало, что дальше делать. Бежать назад, как-то просить о помощи. В этот момент вон оттуда подъезжают Масловы на лошади. Сергей бежит, вот тут вот спускается и прямиком побежал. Сергей сразу побежал по этому же следу через речку. Там где-то расстояние, может, метров 10, за кустами он ее вытащил. Откуда он ее тащил, не видела. Там были кусты, из-за кустов. Ориентировочно метров 10 там, скорее всего, было. Он тащил Лену, и в другой руке у него был сапог. Но он уже вот сюда подтащил ее. И я побежала на этот лед. Раз мужчина пробежал по этому льду, значит, и я, наверное, смогу. И я выбежала на этот лед, и он подволок мне Лену. И из нее воздух вышел. И чистый перегар. Я закричала на Сергея: что вы наделали? Зачем вы ее так напоили? Мария никогда не видела, чтобы дочь напивалась до беспамятства. Да, Лена могла выпить в компании немного пива или вина, но точно не крепкий алкоголь. И вообще вся эта картина казалась Марии полным безумием. Дочь почему-то на речке, с жутким запахом спиртного и не подает признаков жизни. А Сергей издал такой рев: «Лена!», что был слышен за 5 километров. Что он этим ревом хотел сказать? Лена, что ты наделала? Или Лена, что мы сделали? Не знаю. А после этого он ее вытащил,
отвез на сани туда, положил. И они поехали. И я побежала за ними. Когда они приволокли ее в дом, и я забежала. Бабушка закричала: мы ее отхаживать будем, на пол ложить, и мы ее согревать будем. Начала греть воду на плите. И Масловы бросили ее на пол и убежали. Больше я их не видела. Мы в доме начали раздевать ее, и с нее ручьями текло с 2 свитеров, с куртки и с брюк вода. Это самое начало событий, которые будут длиться 6 долгих лет. И повороты в этой истории, они поразительные просто. Ну, например, Марии будут доказывать, что дочь после смерти встала и пошла гулять. Или однажды Мария придет на кладбище и увидит, что тело украли. Или как о Марии, простом враче из малюсенького села в 300 человек, узнают в Европейском суде в Страсбурге. А журналисты напишут, что она достойна книги рекордов Гиннесса. И как преступники добьются, что им выплатят за моральные страдания в тюрьме сотни тысяч рублей. Еще эта история про то, как трудно и невозможно поверить в то, что друзья детства могут стать монстрами. И Мария в это не верила. Журналист нашего канала Юлия Ускова подробно расспросила Марию Исхакову о том, что происходило в течение этих 6 лет, какими долгими и трудными оказались поиски правды. Лену привезли домой. Мария, напомню, она врач, бросилась спасать дочь. Она начала оказывать первую помощь. А потом пришла мама братьев Масловых. Прошло, может, полчаса, может, час. Заходит на их мама. Маш, что делать-то? А я делала реанимацию, проводила, непрямой массаж сердца. Маш, что делать-то? Ну, я в горячах говорю: Тань, ты мне скажи, что делать. У меня не каждый день дети умирают. Потом пришла фельдшер. И когда я ее попросила, говорю: Надь, ну помоги мне, я реанимацию делаю, у меня уже руки отсыхают. Ну, помоги, покачай ее. Ой, Маш, хватит тебе качать, хватит тебе качать. Ну, она в открытую, конечно, не сказала, что это труп. Ну, и в итоге почти 4 часа я ее качала. Говорю: Надь, ну что делать-то? Ну, что, Маш, делать, что делать? Я говорю: ну, вызывай латнинскую скорую, ну, то есть с моего места работы. Мария Николаевна, то есть все это время не было, да, понимания того, что произошло на самом деле? Не было. Мария Николаевна, вы извините, что приходится возвращаться к тем событиям. Если нужно сейчас какую-то паузу. Нет, не надо, все нормально. Когда фельдшер приехала, говорю: посмотри, муж, она живая. В машине сидела с ней, когда на носилках. Я ее укрывала. Не было. Я думала, замерзла. Пока ехали до больницы в поселок Латная, это в 30 километрах, Мария все пыталась отогреть дочь. Все ждала, что она вот-вот очнется. Но уже на месте стало понятно, что чудо не случилось. В больнице, куда приехала скорая, Мария работала врачом много лет. Когда стало понятно, что дочь умерла, она повезла ее в морг. Когда я привезла труп дочери, и в морге не стали принимать, ну, это было уже, может, 4-5 часов вечера, мы ее довезли. Нашли это, наверное, в 10 утра. Когда в морге не стали принимать, я стала звонить Милахину, говорю: труп дочери привезли, а ее в морге не принимают. Он говорит: а в милицию сообщили? Говорю: а кто? А я не знаю, я не помню, я забыла. Ну, он сказал: сообщайся в милицию. Когда дочь нашли на реке, у Марии даже мысли не было ни про какой криминал, поэтому и не звонили в милицию. То, что это все-таки криминал, стало понятно через 3 дня, когда Мария получила справку о смерти. Справку принес молодой человек Лены, Костя.
Они жили вместе последние 3 года. Готовились к свадьбе, мечтали о детях. Костя уже называл свою будущую тещу Марию мамой. И вот он пришел со справкой о смерти, но все не решался отдать ее. Понимал, какие страшные слова там написаны. Мне говорит: мам, я тебе не отдам. Я разозлилась, говорю: а кому ты понесешь? Кто у них, кроме меня? Ну, он отдал мне справку, читаю. Асфиксия от сдавления органов шеи руками, удавление руками. А через 30 дней получили результаты судебной экспертизы. Мне много раз встречались подобные документы, но такой длинный список травм я вижу впервые. А вы потом видели результаты вот этой первой экспертизы? Конечно, конечно. Мне следователь выдал. Милахин все вскрыл, все изучил, все написал. На 8 листах я долго читала, 45 ударов, отбита левая почка, задушенная, там сколько там ссадин, там их не пересчитать. Ну, на 8 листах, короче, там напечатано. Так что там много-много чего было. Почка была не просто отбита, а разорвана. С такой силой наносили удары. Были еще травмы, которые указывали на то, что девушку принуждали к близости. И, возможно, это даже произошло. Но кто мог так жестоко издеваться и потом расправиться с Леной? Логично, что первыми под подозрение попали те, с кем Лена ушла гулять в тот самый день. Братья Масловы, Сергей и Роман. Но Мария не могла поверить, что такое вообще возможно. Лучшие друзья детства на такое не способны. Мы находимся около дома Масловых. Все детство, собственно говоря, моя дочь играла с Масловым Ромой в одной песочнице. Они ходили вместе в клуб, они ходили вместе на речку. То есть общались они открыто и свободно. Ну, то есть можно сказать, что между Леной и братьями были доверительные дружеские отношения. И очень доверительные, и очень дружеские. Жили они вместе, играли они вместе, катались на лошади. И у нас лошадь была, и у них лошадь была. Ходили на речку, речка рядом. У Лены с детства боевой характер. Она в компании заводила. Веселая, энергичная и училась хорошо. И замечательно рисовала. Когда наступало деревенское лето, вместе с дружной компанией пропадала на речке. Ходила в лес собирать землянику. Это было беззаботное и счастливое время. Она была маленькая, не всегда послушная. Она была ласковая, она была нежная, она была общительная очень. У нее очень было много друзей, у нее очень много подружек. А вот вы не знаете, когда Лена уже окончила школу, училась на журналиста, подрабатывала, она как-то с этими братьями вообще общалась? Ну, то есть были ли они какими-то прям близкими друзьями? Да, конечно, однозначно она с ними общалась. Если она приезжала на выходной, вместе они ходили в клуб, вместе они ходили на речку, вместе какие-то шашлыки, не знаю. А вы сами изначально Масловых не подозревали? Нет, я изначально Масловых 100% не подозревала. К моменту, когда происходили эти события, Лена с мамой и младшей сестрой Ирой жили в поселке Латное. Ну, это комната Лены, здесь она в основном проживала последние 5 лет, конкретно это была ее комната. Тут располагался диван, тут теперь стоят 2 кресла, здесь она спала на этом диване. Мария и дочки часто приезжали в Нижнее Турово. Здесь прошло все детство Лены. Тут любимые бабушка и дедушка, и близкие друзья. Лена, приезжая в село, всегда встречалась с ними. Все уже выросли, и у всех вроде бы жизнь складывается очень удачно. Лена училась заочно на журналиста, это была ее мечта. Рома, ее ровесник, уже получил высшее образование, женился, у него маленькая дочь. Сергей тоже был семейным и тоже растил дочь. С братьями у Лены исключительно дружеские отношения, никакой влюбленности. Девушка чувствовала себя с ними в безопасности, как это бывает, когда ты в компании друзей, с которыми вы играли еще в песочнице. И Мария всегда отпускала дочь с ними со спокойной душой. Но кто тогда такое сотворил с Леной? Братья Масловы подробно рассказали, что происходило 24 февраля. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется «Погребишская без сахара», и туда приходят
Все наши герои или их близкие рассказывают о том, какие у них новости. Имейте в виду две вещи. Первое. Переходите строго по ссылке в описании к этому видео, а не по поиску. Иначе вы можете напороться на мошенников. И второе. В нашем телеграм-канале около 400 тысяч подписчиков. Так что не перепутайте. В этот день в семье Масловых поминали отца. Он умер 2 года назад. Братья, по словам Марии, развозили по селу поминальные угощения. А потом и сами решили помянуть отца. Он был уважаемый человек, председатель сельсовета. Первоначальная версия, она берет бутылку пива в магазине. Масловы берут бутылку водки. У Масловых 23 числа 2 года назад умер отец. Потом сели на скамейке около дома Масловых, дома, в котором прошло их детство. Выпили, возможно, вспоминали прошлое, когда они еще были детьми и по-соседски бегали друг к другу в гости. Потом поехали к дяде братьев. Там тоже была компания. Немного посидели, еще выпили. Потом покатались на этих чудесных санях. И вот вечером, где-то в 8:30, они привезли Лену к дому. А сами поехали в клуб на танцы. Братья уверяли, что ничего плохого они Лене не делали. Да и не могли, они же лучшие друзья. Но откуда тогда у Лены десятки серьезных травм? Кто ее душил и как она оказалась у речки? Скажите, а вот когда случилась трагедия, и вот вы оказались в морге, и происходит осмотр, после этого, когда начинается расследование? Ведь понятно, что это насильственная смерть. Я буквально на этой же неделе начала писать жалобы, почему не возбуждается уголовное дело. И вот эту экспертизу я и в милицию, я и следователям всем, и в прокуратуру областную, и в прокуратуру генеральную. И никакой реакции абсолютно. 21 марта, по-моему, меня признали потерпевшей. Вот так как-то. Так что дело не возбуждалось. Первое время это же непередаваемое состояние, когда у матери ребенка убивают. Это вот ночь не спавший. В голове всю ночь стучит. За что? Кто? Почему? За что? Кто? Почему? За что? Кто? Почему? То есть прошел почти месяц с момента гибели Лены, и лишь под давлением ее мамы открыли уголовное дело. До этого, по словам Марии, хотели оформить смерть девушки как несчастный случай. Сама пошла к реке, сама замерзла. Это при том, что причина смерти – удушение. Милиция неоднократно подъезжала к судмедэксперту, я с ним разговаривала. Напиши или замерзла, или напиши, что алкогольная интоксикация. Ну, он написал все, что не подвел. А вот расскажите, когда следствие только началось, в самом начале, как оно проходило? Никак. Вот, по порядку. Не было там никакого порядка. Допрашивали меня 2 раза под протокол. Мария Николаевна, а что за история, когда в убийстве даже подозревали вас? И если я не ошибаюсь, вы даже проходили детектор лжи. Ой, в мае месяце, 2006 года меня потащили на детектор лжи. Да. Ну, что я могу рассказать? Мне вынесли постановление, за мной заехали, меня повезли. Оспаривать этот момент я не имела права и не имела возможности. Тогда мне жутко было. Почему меня? Зачем меня? Кто я есть и где? Зачем? Я там нигде не была, нигде не светилась. По словам Марии, ей предложили написать явку с повинной, признаться, что это она задушила Лену. Выясняли, были у них конфликты, как они жили. Вызвали на проверку на детекторе лжи. И там Мария впервые с момента убийства Лены увидела одного из братьев. Они же со мной не разговаривали, они же со мной и в глаза меня не видели, и, собственно говоря, после убийства. А это уже 3 месяца прошло. И это самое. И я подбегаю к нему, говорю: Ром, ну ты куда вы Лену-то дели? Он смотрит на меня глаза в глаза, так уверенно, так четко. Ни один мускул не дрогнул. Мы ее довезли и около дома высадили. А дядя на 2 головы выше меня. Ну, я тут четко поняла, что или чист, как стеклышко, или просто зверь.
Ну, по всей вероятности, обратное. Зверь. Так смотреть в глаза матери и так уверенно себя чувствовать, и так и говорить. Проверяли на детекторе и братьев. Результаты полиграфа никаких подозрений не вызвали. Расспрашивали про конфликты мамы и дочки и у бывшего мужа Марии, папы Лены. Они давно в разводе. У Лены осталась фамилия папы – Шурова, а Мария по второму мужу – Исхакова. Про отношения мамы и дочки спрашивали и сельчан, в том числе и братьев. Рому Маслова спрашивают, как Шурова с Исхаковой жили. И еще там 3 вопроса. И больше ничего. Напрашивается вопрос. А не надо было бы спросить, а, Рома, ты ее не убивал случайно? Вообще-то, я думаю, первым вопросом должен быть стоять вот этот. Ну, никак не как Шурова с Исхаковой жили. Издевались открыто надо мной. Унижали, оскорбляли, высмеивали. Или что они делали, я не могу сказать. Или закон они высмеивали. Они уже, по-моему, не меня высмеивали. Они высмеивали уже закон. Все эти следственные органы. Каждый следователь, который из 10 сменился, они меня напрямую уличали. Почему милицию не вызвала и зачем скорую Златная вызвала? Тут вплоть до того, что пытались рассказать, что я дерьмо, что я убила и прочее. Ну, больно, но обидно. Потом следователи снова вернулись к первоначальной версии. Казалось бы, 45 травм, разорванная почка и явные следы того, что девушку принуждали к близости. Ну и, наконец, удушение. И вдруг версия, что Лена сама пошла к реке, и это якобы подтверждают следы от каблуков. Учитывая, что в ту зиму снег был выше колена, никаких практически следов. Снег, первозданный снег, нетронутый снег и один только след. В тот момент, когда я пошла к речке, было очень много снега. И тот след, по которому я бежала, это было, я проваливалась выше колена. Снег был нетронутый, один только след. Каблука никакого я в этих следах не видела. И впоследствии мне милиция, прокуратура заявляет, что это был женский след, что там в следах были каблуки. Никаким образом там каблук не должен был высветиться. Я шла, мне было тяжело, я задыхалась, я не попадала в этот след. Он был намного шире моего шага. След был явно мужской. Но даже если предположить, что след женский, как могла Лена после таких травм и удушений дойти по глубокому снегу больше 100 метров до реки? Однозначно не сама она к речке шла, тем более судмедэкспертиза написала. После удушения 2-4 минуты она могла жить и выполнять активные целенаправленные движения она не могла. Сколько мы идем уже? Мы сколько идем? 5 минут? Тем более идти по такому снегу. Для Марии в расследовании уголовного дела происходило много странного. И она на все это обращала внимание прокуратуры и Следственного комитета, писала заявления, обращения, жалобы. Мне же люди говорили, ну, ищи адвоката грамотно, что дело не идет, дело разваливается. Ну, я в апреле, ну, это март-апрель, наверное, уже, это уже больше месяца, а то и больше 2. Я поехала в Воронеж, нашла адвоката мне. И я обратилась к нему, он почитал вот эту экспертизу Милахина. А там же Милахин пишет сначала обстоятельства дела полстраницы, а потом уже вся экспертиза описывается. И я обратилась к этому адвокату, он говорит, Масловы забрали, Масловы тебе и убили. Я вылупила на него глаза, как? Да вот так. Я говорю, а вы откуда знаете? Мне аж плохо стало. Я следователем 8 лет проработал. С этого момента у вас как-то закрались сомнения по поводу Ну, с этого братьев? момента как-то я, похоже, и то я не на 100% была уверена, что именно это Масловы сделали. Но у Масловых было надежное алиби. Первая экспертиза указала время смерти около 12 часов ночи, но братьев видели в клубе после 9 вечера.
Потом они пошли домой, и, по словам их мамы, уже в 10 вечера мирно спали. Мария как на работу ездила в прокуратуру, требовала серьезного расследования. И, наконец, через 8 месяцев Масловы были арестованы. Через 8 месяцев их задержали обоих. Они дали признательные показания, что Сергей Маслов пытался Рома там за руки держал. Вот что рассказали братья на допросе. Это уже вторая версия событий от них. Будет еще и третья, позже. Так вот, начало истории совпадает с их первым рассказом. Пришли за Леной, помянули отца, поехали к дяде. И там уже выпили и позвали покататься на санях. И вот уже там у старшего брата Сергея созрел план. Это подтвердили свидетели. Судя по показаниям-то, там еще 2 парней были. Воронин Владимир и Маркин Сергей. Маркин Сергей говорит, что вот я спросил у Масловых, что вы будете делать. Они мне отвечают, мы сейчас еще выпьем и с Леной займемся сексом. Сергей предложил Лене побыть с ним, но она категорически отказалась. А дальше они повезли ее домой. В селе хоть и мало жителей, но территория большая. От дяди Масловых до Лены километров 5. Самой добираться ночью в мороз опасно. И вот братья везут Лену, но останавливаются перед своим домом. Хватают и затаскивают внутрь. Это они рассказывали на допросе. Сложно, конечно, представить, что чувствовала Лена, когда ее лучшие друзья детства вдруг превратились в неуправляемых монстров. Лена отчаянно сопротивлялась. Сергей пытался добиться своего, а его младший брат ему помогал. Он удерживал руки Лены. Но Лена яростно продолжала бороться. И тогда Сергей начал ее жестоко избивать. Ногами, руками. Бил по спине. От этих ударов как раз и разорвалась почка. И, оказывается, были свидетели, которые слышали крики. Они крики слышали именно на протяжении где-то получаса-часа. Они слышали крики. По всей вероятности, ее тут избивали, забивали. Сергей не только бил, но и сдавливал руками шею девушки. Дальше братья вытащили Лену из дома. По их словам, она еще хрипела. Довезли до ворот ее дома. Они утверждали, что Лена была жива. Да, Сергей ее избил, но не убивал. Конечно, братьев спросили, а почему они сразу не признались. Ответ Сергея поразил. У него скоро жена должна была родить сына. И он очень хотел увидеть ребенка, а уже потом пойти в милицию с повинной. И вот вроде бы есть признание. Правда, у братьев статус подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений, а не в убийстве и другом серьезном преступлении. И вдруг через несколько месяцев братьев выпустили на свободу. Они ведь дали признательные показания, да? Они ведь рассказали о том, что... Точно, да. Это они дали виновны признательные и все показания, сделали. что именно они, именно вдвоем. Никто другие. А вот почему их отпустили, не могу сказать. А не было каких-то версий, связанных с тем, что у них папа, по-моему, был, да, при какой-то такой большой должности? То есть могли ли они как-то повлиять на Да, версия следствие? первоначально была. Даже я поехала через полгода в прокуратуру области. Он у меня тоже вот так в лобовую спрашивает, а как вы думаете, Марья Николаевна, кто прячет вот это дело? Я говорю, начальник следственного изолятора. И он у меня не спросил, кто это. Он мне говорит, друг Масловых. Он мне говорит. Ну, то есть он знает. То есть Масловы могли воспользоваться своими связями? Масловы однозначно пользовались своими связями. Ну, собственно говоря, конечно, они... Отец председатель сельсовета и мать секретарем в сельсовете работала. Они себя чувствовали хозяевами в этой жизни. Ихние вещи изъяли только в апреле месяце, в которых якобы они находились. Экспертизу живым провели только в 2010 году. Братья отказались от признаний. Заявили, что на допросах к ним применили силу. Улик против них нет. И их отпустили. И что же делают Масловы на свободе? Они требуют компенсацию за незаконное лишение свободы. От такого поворота событий у многих опустились бы руки, но не у Марии. Не в ее характере сдаваться. Она упорная.
Мария выросла в этом селе. Ее родители – самые обычные сельские люди, работали в колхозе, трудились много, тяжело, жили скромно. У Марии была мечта – получить высшее образование, стать врачом. И она уехала в город, отучилась и получила распределение в больницу в поселке Латное. Когда дочь Лена уже была старшеклассницей, Мария советовала ей тоже стать врачом, но Лена ответила: «Не хочу в медицинский, боюсь крови». Она очень любила читать, фотографировать и умела прекрасно рассказывать истории. И могла разговорить любого человека. Поэтому она и решила стать журналистом. Пока Лена училась на журфаке, она уже писала статьи в местных газетах. А чтобы помогать маме, работала в кафе и оператором в салоне игровых автоматов. Помните, были такие салоны в нулевых? Вот в данный момент времени у меня осталась ее жилеточка. Это с места работы Елена оператор. Есть характеристика с места работы в должности оператора-кассира игрового заведения. Показала себя как добросовестный, ответственный сотрудник с перспективой карьерного роста. Лена была ответственная, умная, и на протяжении всей своей жизни она помогала и мне, и пыталась заработать какие-то деньги. Собственно говоря, вот он, телевизор куплен Леной. Холодильник на кухне, собственно, куплен Леной. Лена собиралась жить, Лена собиралась работать, не собиралась умирать. Ну, то есть такая, она довольно с раннего возраста у вас была самостоятельной, такой самодостаточной. Да, самостоятельным моим девочкам приходилось быть, по сути, с первых лет, что называется, потому что я работала врачом, работать врачей всегда не хватало, и мне приходилось работать с 8 до 5, до 7, когда они воспитывались у меня без отца, обе дочки. И практически после школы она сразу пошла работать. Вы извините, если вопрос некорректный, а можете рассказать, почему девочки росли без папы, и вам приходилось одной их воспитывать? Ну, как сказать, не сошлись с характерами, или как сказать, трудно сказать. У меня было 2 мужа, они от разных отцов. С первым мы разошлись, он начал руку поднимать. Ну, а второй, ну, как сказать, нищета вечная, какие-то проблемы житейские. Ну, так получилось. А отец Лены, он как-то поддерживал с ней общение на протяжении жизни? Ой, ну, к сожалению, нет. Зато были тети, любимые дедушка с бабушкой и много друзей. Они часто собирались. Лене нравилось наряжаться, покупать себе красивые вещи, ходить на каблуках. Ну, живой, нормальный человек. Училась, работала, дружила, в клуб ходила, на танцы ходила, куда-то с друзьями ходила. Друзья приходили, общались. Если какая-то вечеринка, они могли у меня это отмечать, место было. Незадолго до гибели дочери Мария отметила свой юбилей – 45 лет. Она помнит, как Лена проснулась утром, подошла к ней, обняла и сказала: «Мама, спасибо тебе за все. И прости меня, если что не так». А через 10 дней Лену убили. И вот братьев Масловых отпустили на свободу. И они потребовали компенсации за, процитирую, «незаконное привлечение к уголовной ответственности и содержание под стражей». И что удивительно, компенсацию они получили – 300 тысяч рублей. Для конца нулевых очень приличные деньги. В решении суда было написано, что Масловым, снова цитата, «причинен огромный моральный вред, нравственные и физические страдания». Несмотря на это, Мария продолжает свою борьбу. Уголовное дело приостанавливают. Но под давлением Марии снова начинают расследование. А на каком основании они следствие приостанавливали? Не могу я ответить. Это вопросы касаются только следственные органы. А у них там какие-то сроки. Мы сроки выдерживаем. Они мне отвечают: мы сроки выдерживаем. А что тебе надо? Мы сроки выдерживаем. Мы приостановили. Возбудили. Ага, ты в суд пошла. Мы возбудили. Ага. И с одной полки на другую переложили. И месяц прошел, обратно на ту же полку положили. Я опять в суд. Пока решение вынесется, это еще месяц минимум проходит. Это вот игра в прятки, что ли. Я не знаю, что было. Игра в прятки, игра в бирюльки. Что они со мной делали, я не могу вам ответить. Документов здесь очень много. Все это собрано за многие-многие годы. Вот он, целый ящик. Вот они все
ящики этого стола все забиты документами. Все это ксерилось, все это. Документов их хранилось. Они хранятся с 2006 года все. Она тратила деньги на адвокатов из скромной зарплаты врача, а потом уже и сама научилась составлять официальные документы. Но дело все равно особо не продвигалось. Следователи менялись, а однажды Мария пришла на кладбище и увидела что-то невообразимое. Я ж практически, если не каждый день, то через день после работы бегала на кладбище. Иду 16 августа, подхожу, смотрю издалека, вроде где Лена лежит, там холмик земли. А я так посмотрела, вроде где Лена лежит, не поняла. Кто-то, что ли, хочет к Лене кого-то подселить. Подхожу ближе, яма вырыта, гроба нету. Даже вот так они надо мной изгалялись. Я приезжаю домой, звоню 02. У меня труп дочери с кладбища украли. А вы звоните следователю. К следователю звоню, а у нас решение суда мы вынесли. То есть прокуратура подала, Ниждевицкая, в суд, чтобы сделать эксгумацию. И судья вынес решение, что нужна эксгумация. И мотивация, я не знаю, до абсурдности глупая. У нас материалы дела не соответствуют экспертизе Милахина. Я так подозреваю, что материалы дела должны подгоняться под экспертизу, никак не в обратном направлении. Абсурдные, абсолютно абсурдные это самое. Мотивировки. Следователи хотели подтвердить данные первой экспертизы. Уже после эксгумации Мария не нашла в себе силы увидеть тело дочери. Ведь с момента похорон прошло больше полугода. И она позвонила отцу Лены и попросила его прийти на повторное захоронение. Единственная у меня просьба была, я знала его телефон, и когда сделали через полгода эксгумацию, мне было очень больно и страшно, и плохо. И я боялась, что кого они привезут на кладбище. Я позвонила ему и говорю: Вань, приедь, похорони, я не могу. Он мне на словах вроде пообещал, но его там не было. И вам самой пришлось все это делать? Нет, я туда не поехала. Это эксгумацию уже сделали эти следственные органы. Они же ее выкопали, и они же ее похоронили. Так что меня там не было. Каких-то прорывов и серьезных подвижек в следствии Мария не видела. Ее заявления как будто таяли в пустоте, исчезали. Я начала отбивать телеграммы. Говорю, может, совесть поимеют, хоть где-то кто-то окстится, где-то что-то увидит. Я уже отбивала телеграмму Путину Владимиру Владимировичу, Следственный комитет, Бастрыкин. В неделю стала отбивать телеграммы 3 раза в неделю. Волокита и сокрытие преступления по убийству дочери никто так и не увидел. Сотрудники почты, видно, видели, а все остальные, я думаю, нет. Это 2008 год. 2009. То есть вообще никакой не было реакции на эти ваши жалобы? Вообще никакой реакции. Вообще. По словам Марии, ответили ей один раз, что действительно, мол, следствие велось с нарушениями. А Мария продолжала бороться. Как писали журналисты в 2011 году, это борьба достойна книги рекордов Гиннесса. Вот цитата. «Сегодня Мария Николаевна – женщина, которая может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Никто не подавал в Тверской суд заявление на генерального прокурора России господина Чайку 5 раз. 7 раз обращалась в Басманный суд с иском против другого прокурора Бастрыкина. Это статья на сайте города Семилуки». Иски Мария не выиграла, и тогда она написала в Страсбург, в Европейский суд по правам человека. Нет, это просто какое-то удивительное упорство для простого врача из маленького села в Воронежской области.
Скажите, а в Европейский суд вы что именно писали? Ну, писали адвокаты. Ну, что именно? Нарушение. Государство не расследует уголовное дело. Я 8, 9, 10, я уже в Страсбург строчила там. Ну, это уже с адвокатами, конечно. Жалоб 20 я в Страсбург закидала. Ну, реакции... В общем, ответа из Страсбурга не было и нету. Кто-то мне сказал из адвокатов, или не помню кто, перед рассмотрением Страсбург в страну сообщает, а что вот это там у вас такая-то, такая-то, жалобами закидала этот Страсбург. Разберитесь с ней. Может, просто начали разбираться. Не могу я ответить на этот вопрос, я не знаю. И вот все эти многочисленные жалобы дали эффект. Как говорит Мария, взяла измором. В итоге братья Масловы снова стали главными подозреваемыми. Правда, до приговора находились они не под стражей, а под подпиской о невыезде. У следователей был важный новый факт, который полностью отменял алиби Масловых. Повторная экспертиза показала, что смерть Лены могла наступить, начиная с 8 вечера. А в тот момент братья были рядом. Братья продолжали настаивать, точнее старший брат Сергей, что они причинили Лене вред, но он ее не убивал. И давать новые показания следствию они оба отказались. Так что же произошло в тот самый день? Доподлинно, до конца выяснить это не удалось. Но по версии Марии могло происходить следующее. Сергей избил Лену, Роман ее держал. Возможно, Лене влили крепкий алкоголь. Расправа длилась не меньше часа. И, вероятно, старший брат довел до конца то, чего он так добивался. Потом придушил Лену, а дальше для алиби они уехали в клуб, но позже вернулись, чтобы избавиться от тела. Бабушка Лены вспомнила, что ночью во дворе Масловых лаяла собака. На период убийства Масловых они в это время в другом доме проживали. На период убийства дочери никто в этом доме не проживал. Но находилась тут, они держали собаку. Собака типа охраняла поместье или это самое дом. Они ходили, кормили собаку. И бабушка всегда говорила, вот Масловы приезжают, собака лает. В 2 часа ночи приезжали, собака лаяла, бабушка услышала. В 2 часа ночи, в ту ночь, когда убили. Мы связываем это с тем, что в 2 часа ночи они приходили и труп относили за речку. Тело Лены братья привезли к реке не просто так. У Марии есть версия, что они хотели утопить ее, чтобы скрыть все следы. Когда мы труп дочери нашли, и с одежды со всей текло, хотели под воду спустить, чтобы следы вообще убрать. Что-то им помешало. Дальше от дома Лены к реке протоптали следы и добавили туда отпечатки каблуков, сапог Лены. Поэтому, когда тело нашли, один сапог лежал отдельно. У этого мостика имитация была 3 следов в следах каблуки. И эту имитацию сделали убийцы для того, чтобы спрятать следы преступления. А потом мне рассказать, что это она сама шла, что это каблук был в следах и прочее, прочее. Ну или несли тело на руках, как это делает статист во время следственных действий. По словам Марии, многие фактические улики не были обследованы, хотя в деревне шептались, что на следующий день Сергей прикрывал царапины, а у Романа была рана на пальце. Лена отчаянно сопротивлялась и укусила его. Не проведена экспертиза спермы, не проведена экспертиза живым дядям. Проведена в 11-м, что ли, году или в конце 10-го года, не помню уже, по материалам дела. У Маслова Ромы на 2 пальцах, на больших, рубцы. Рома отвечает, это я стеклил там где-то на даче, поранился. Ага, сколько-то там лет назад, ладно. Больше я там особо ничего, ну, что там... за 5 лет. Через 5 лет проведена. Вот вещи взяли ихние на исследование, на волокна, в которых они были, 16, по-моему, апреля. Не делалось ничего. Начались судебные заседания. Главным обвиняемым был Сергей. Его младший брат шел как соучастник. Сам не бил, но и не остановил брата. Наоборот, помогал ему, удерживая свою подругу детства.
Ну, я, во-первых, была возмущена, почему закрытое судебное заседание. Года 2 никто со мной не ездил, а потом я уже начала с поселка собирать людей. Люди со мной ездили, многие. Со мной ездили на суды человек по 8, по 10, по 15. Даже вот на приговор, я не знаю, 18 либо человек было. Ну, потому что мне нужна огласка. Мне нужно, чтобы люди видели. Если прокуратура не видит, не слышит, хотя бы люди видели, слышали. И, может, они совесть поимеют. Я пришла со своими соседями, со своими знакомыми. Я не смогла привезти с Нижнего Турова такой же коллектив. Просто у меня не было транспорта. Приехали быть такое же количество людей, которые знают, видели и видят, и понимают, что убийцы Масловой, но их прячет областная прокуратура. Больше мне сказать нечего. Группа поддержки была не только у Марии. У подсудимых тоже были сторонники, которые не верили в их вину и писали обращения в поддержку Романа и Сергея в разные инстанции. Ну вот, например, цитата из обращения от жителя села. «Семья Масловых – это порядочная, добрая семья, к которым мы, жители, ходим по всем вопросам и получаем положительные ответы. Вырастили 2 сыновей. Сергей – это великий работяга, добрейший человек, честный и справедливый». Или вот еще цитата. «Как больно смотреть на их семьи», имеется в виду семьи Романа и Сергея. «Ведь остались 3 маленьких детей. Как тяжело терпеть несправедливость. Мы надеемся, нас услышит вся страна и поможет этой семье». Мария Николаевна, а как Масловы вели себя на суде? Ну, как? Ну, прятались от камер, голову закрывали, наклонялись и молчали. Молчали. Может, им не интересно было совсем. Скажут, раз начали отмывать, то отмоют. Не знаю, молчали. Они просили у вас прощения за все это время хоть раз? Никогда, нигде. Ни при каких обстоятельствах. А в тот момент они дали признательные показания? Они признали вину или как-то адвокат, может, пытался их, я не знаю, выгородить? Адвокат пытался выгородить. Адвокат дерьмом обливал дочь. Вот эти вот крики слышали, а он встал, выступает и заявляет: да она шла, она там песни пела, поэтому и слышали там все крики. То есть Масловы совсем не причастные, там, не абсолютно, никаким боком, никаким делом. А потом он дошел даже до судмедэксперта. Там не телесные повреждения, а там трупные пятна. Он там написал, что там столько телесных повреждений. И, кстати говоря, суд не реагировал на эти заявления. Это ж кощунство опять в отношении Милахина, в отношении закона. Какое право адвокат имел вот оскорблять судмедэксперта? А Масловы, они в итоге сознались, они признали то, что им предъявили в суде? Они промолчали. Они сказали: у нас 51-я статья Конституции, мы свидетельствовать против себя и родственников не будем. Перед приговором уже руководитель Следственного комитета, там, следственного какого-то отдела, вызывает меня, это впервые, это один раз в жизни, он меня вызвал и говорит: Марья Николаевна, но мы не можем доказать их, что по 105-й статье по убийству. Теперь уже времени сколько прошло, и у нас нет особых улик против них. Давайте мы будем по 111 статье обвинения им предъявим. Я была в шоке. 111 статья – это умышленное причинение вреда здоровью, опасное для жизни человека. И это, конечно, совсем не то, что сотворили эти люди с Леной. Ну, все-таки Сергею предъявили 105-ю статью. На приговоре прокурор бегал за мной: Марья Николаевна, они сегодня в наручников уйдут. Марья Николаевна, не волнуйтесь, они сегодня их введут в наручников. Им сегодня наденут наручники. Ну, спасибо, хоть сказал. Через 6 лет. Ну да, отдельно наручники ввели. Как-то так. И вот январь 2012 года, 6 лет спустя после убийства, наконец суд принял решение. Сергея приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а его брата Романа – к 6,5 годам колонии общего режима. После приговора зал аплодировал. И скорее не сроком, они не максимальные, а самому факту, что преступники, наконец, наказаны. А что вы почувствовали, когда услышали приговор? Обрадовалась. Тут люди сбежались, стали обнимать: Маш, глянь, ты смотри. По телевизору меня показывали. Обрадовалась, конечно. 6 лет лбом об стену, и вдруг все-таки нашлись.
И я сама не знаю, как я выжила и как я так это умудрялась. Ну, просто мне, наверное, надо было лбом об стену биться, потому что больно мне было. Я довольна решением суда, но мне не нравится, что Маслова Роман Васильевича выгораживают, тем не менее. 6 лет, скорее всего, он лично совершил это преступление, но взял брат на себя. Что я могу еще сказать? Ну, сами с собой они там разберутся. Масловы ожидаемо подали на апелляцию. И после рассмотрения в Верховном суде срок им уменьшили. Я даже, когда в Верховный суд 8 человек ездили со мной, потом обжаловали, и Маслова обжаловали, и я обжаловала, в Верховный суд поехали. 8 человек, и там, по-моему, 3 подтянулись московские. И когда даже по 1,5 года с них скинули по приговору, и люди ко мне подходят: Маша, что они по 1,5 года скинули им, а что им-то? Я говорю: девчонки, да успокойтесь, я не могу уже. 6 лет прошло, 6 лет лбом об стену. Ну, теперь-то они их высветили, теперь они их показали всей стране. А что там 5 лет, 15 лет, мне без разницы. 6 лет не было убийцы. 6 лет одни мои слезы, одни на моей беготня и все. И кто там за кого, кто там Серега за Рому, Рома за Серегу, кто там за кого сидит. Они, 2 брата, они разберутся. Поэтому я сильно не расстроилась. Конечно, обидно, почему 1,5 года снял Верховный суд. Здоровье стоило, нервов стоило. Я даже не могу объяснить, чего стоило. Через год после приговора журналисты снова вернулись к этой истории. Появились заголовки, что Мария получила 200 тысяч рублей компенсации морального ущерба от государства за ненадлежащее следствие, волокиту и прочие нарушения. Она сказала журналистам: «Мне не деньги были важны, а сам факт». Вы знаете, у меня осталось вот буквально несколько последних вопросов. Известно ли вам что-то сейчас об этих братьях? Я так понимаю, один, видимо, вышел, судя по сроку. Вот что-то о них известно вообще? Мне абсолютно ничего не известно. Единственное, 26 июня в прошлом году умерла ихняя мамаша. Опять, со слов там людей в деревне, Рома приезжал, ее хоронил. Сказали, Рома изменился. В какую сторону, куда, не знаю, не могу сказать. Не видела, не знаю, в какую сторону. И у Ромы, говорят, 4 детей. Вот это слышала. Мария продолжает работать в больнице. У нее общий стаж уже больше 45 лет. А главным человеком в ее жизни остается младшая дочь Ира. И вот младшая дочь как-то часто спрашивала вас вообще об этой трагедии, о том, что тогда случилось? Или как-то вы ее, может быть, оберегали от этих разговоров, рассказов? Конечно, я оберегала ее от этих разговоров. Я и сейчас ее оберегаю. И у нас разговоров вообще нету. На эту тему я пытаюсь оберегать дочь, я не разговариваю. Тем более она в 2012 году приговор вынесли. Я думала, я и эту дочь потеряю. Там она серьезно заболела, там онкология была. Я думала, все. Я думала, жизнь для меня вообще закончилась. Так, единственное, что могу себе позволить: Ира, я завтра еду на суд или что-то, вот такие моменты. И я ей особо стараюсь не докладывать. Это ей не надо. Это мое. Мария Николаевна, вот как вы с ней часто видитесь, общаетесь? Очень часто видимся и очень даже общаемся. Каждую неделю это 100%. Ну, могу я к ним поехать, могут они ко мне приехать. Попросят там, у меня 2 внучки и внук, попросят: мам, забери из садика, мам, привези туда, мам, отвези туда, куда-то на кружки в Воронеж. Конечно, это мое, это мои все, это радость моей жизни. Мария Николаевна, вот поделитесь, почему вы решили дать это интервью? Ну, я, во-первых, благодарна вам, что вы меня услышали, увидели.
Меня 20 лет никто, нигде, никогда, ни разу, ни в судах, ни в прокуратуре, ни в милиции, нигде ни разу не услышал. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я с первого дня просила огласку, какие-то газеты. Всем не отказывали. Мы не можем печатать, потому что уголовное дело не закончено, нам запрещают. Мне нужна огласка. И третий вопрос. Чтобы больше люди знали и видели, что могут себе позволить следственные органы и все остальные должностные лица. Может быть, кому-то это в жизни пригодится, вот это вот в такой борьбе хотя бы. Я не знаю, может никому не пригодится, дай бог. А может, кому-то и пригодится мой опыт. Я 6 лет судилась. Так что я считаю, что такие вещи не должны они попрятаться до конца. Не должны. Для всех закон существует, значит, и для меня существует. Поэтому я пыталась это кому-то объяснить, кому-то доказать. Как-то так. Не знаю, как это мне удалось, не особо удалось, но тем не менее, все-таки почти удалось. Думаешь, идешь сюда, думаешь, Лена что-то скажет и полегче станет. Она ничего не говорит. Легче не становится. А я не могу читать слезы. Слова сочинила сама. Здесь вечный камень, море слез. Здесь горе сердце рвет на части. Свечой сгорела жизнь твоя в тот зимний день холодный, страшный. Но она так и получилась свечой. В принципе, свеча горит около часа. Ну и, судя по всему, ее забивали в течение часа. Сегодня, 20 лет спустя, в доме, где жила Елена, тишина. Бабушка с дедушкой давно умерли. И в доме ее лучших друзей детства, которым она так доверяла и которые так жестоко с ней расправились, тоже никто не живет. И только воспоминания, как дружная деревенская компания Лена, Рома, его старший брат Сергей и другие ребята ходили друг к другу в гости, вместе играли, делились детскими секретами, лазили в соседские огороды, собирали в лесу землянику, бегали на речку, были счастливыми, пока не выросли.